Большинство трейдеров ищут в ботах волшебную кнопку, но находят только слитые депозиты. Сегодня я покажу вам обратную сторону, живую сессию, где я торгую с помощью наших алгоритмов в реальном времени. Это один из тех ботов, которого видели многие из вас, но немногие, к сожалению, пока что понимают, что делать и как по нему работать, особенно новички. Никакого монтажа и пустых обещаний, только чистый график, логика входа и итоговый заработок. Я покажу, какие еще дополнительные индикаторы можно добавить, чтобы бот не ловил рыночный шум, и объясню, почему именно эта сделка сейчас принесет нам деньги. Досмотрите видео до самого конца, потому что я расскажу вам про связку инструментов, которые могут повысить проходимость сигналов на 20-30% и даже более. И не забывай, конечно же, ставить лайк авансом, подписываться и погнали. Я уже запустил торговую платформу, вижу, пришел первый сигнал. Что это означает? Это означает, что на текущий момент времени бот, который у меня активирован на экране, показал уже сигнал, то есть формируется сигнальная свеча. То есть видим, что на текущий момент бот FixQQE, то есть, это просто называется сокращенно здесь бот. Название я вам покажу. Экспирация 3 бара, то есть это адаптивный бот, который автоматически старается рассчитать время сделки. Я сейчас готовлю 3 минуты, то есть 3 бара. 1 бар равен 1 минуте. То есть неважно, какой вы таймфрейм открываете, одна свеча, которую вы видите, равняется 1 бару. Мы специально не пишем минуту, 3 минуты, 4 минуты, потому что на разных таймфреймах будет разное количество, получается, баров, то есть в барах. И если мы напишем 3 минуты, это будет нелогично, это будет неправильно. Сейчас бот говорит, входим в сделку на понижение на 3 минуты. Дожидаюсь, и прямо по открытию свечи я вошел на 3 минуты. Что это означает? Почему я вообще вошел в сделку? Потому что по данному инструменту первая сделка в 86% закрывалась в плюс. То есть видим. То есть винрейт первой сделки 86% при условии открытия на 3 минуты. И общий винрейт 100%. То есть все 100% сделок по данному алгоритму, который сейчас рассчитал бот, закрывались в плюс. Но вам нужно понимать, особенно новичкам, что любой бот, любая вот эта вот статистика, это не означает, что так будет дальше. Почему? Потому что бот, любой инструмент, вообще индикатор, будь то или бот, он рассчитывает прошлое. То есть он смотрит в прошлое. Рассчитать статистически, даже не статистически, вероятности рассчитать, то есть куда пойдет цена. То есть в данном случае бот говорит, что есть вероятность, что цена пойдет по такой-то стратегии вниз на 3 минуты. И зашел в сделку. Если будет минус, я просто беру, готовлю здесь двойной догон. Можно активировать торгового менеджера, я просто нажимаю кнопку «Менеджер». Открылось такое окно торгового менеджера, здесь выбираю Мартингейл, поскольку я торгую по Мартингейлу. Первую сделку на 15 тысяч рублей готовлю. То есть пока у нас сделка сейчас в работе, мы видим на фоне, я готовлю торговый менеджер. То есть именно открываю торговый менеджер, который сам помогает мне рассчитывать следующую сумму сделки, который помогает мне автоматически вести мою торговлю и свести мои риски к минимуму. То есть этот инструмент автоматически вам помогает торговать. То есть вы можете выставить себе цель, к примеру, по доходности на сегодня на 5%, к примеру, и стоп-лосс установить на 6%, к примеру. Стоп-лосс не ставим при условии, если мы делаем количество шагов, распределяем. То есть я свой депозит распределил на 6 шагов. Множитель 2,2, можно 2,1 использовать, и мы сразу автоматически видим, какой нам депозит требуется для того, чтобы с таким множителем работать, то есть на каком из шагов какая сумма следующей сделки будет, то есть и какую прибыль мы получаем, то есть мы все это видим автоматически, то есть рассчитывается. Можно множитель больше ставить, то есть видим, уже баланс не хватает на 6 колен, то есть на 6 шагов. Я ставлю 2,2, выплата. В основном ищу активы с доходностью по стандарту 92. То есть это выплата стандартная, которая будет автоматически у вас рассчитываться. Рассчитываться, если вы вручную здесь будете прописывать. По факту запись идет из того, что вы закрываете. То есть сделку закрыли, у вас автоматически идет запись дневника трейдера. То есть автоматически данный менеджер пишет все сделки еще в дневник трейдера. То есть вот сюда все записи идут. То есть каждая ваша торговая сессия автоматически ведется. Если сейчас будет минус, я беру здесь двойной догон, видим перекрытие, нажимаю и готовлю палец. Был плюс, я не стал открывать догон, был плюс, но это было прям очень на грани, разница всего в 1 пункт. Но самый главный плюс, я всегда говорю, что самый главный в бинарке это плюс, но это вот прям на тоненького прошли, видим импульс прям в последнюю секунду,
Вот прям на грани было. Это самое главное, что был плюс. Поскольку я нажимал перекрытие, у меня подставила сумма 33 тысячи рублей. Я нажимаю сделка, то есть здесь написано, какая сейчас у меня текущая сумма сделки рекомендована по торговому менеджеру. Видим, открываю торговый менеджер, и у меня сейчас пока что не записалась сюда сделка, поскольку, то есть, торговый менеджер запустил уже в момент открытой сделки, поэтому я просто пока что вручную заношу сюда сделку, и она была на понижение. Все. Первый плюс получил. Замечательно. Теперь последующие сделки, они автоматически будут прописываться. То есть, если у меня будет минус по сделке, мне рекомендовано, там, допустим, нажать перекрытие. Нажимаю перекрытие, сумма автоматически поставилась. Хочу, к примеру, вернуться обратно на первую сделку, то есть на изначальную сумму, я нажимаю просто сделка, то есть у меня автоматически переключается сумма. Хотим открыть торговый менеджер, чтобы быстро проверять, смотреть дневник трейдера, то есть как сделка у нас прошла, то есть что у нас здесь было. Быстренько переходим. Видим, на данный бот автоматически рассчитывает на разных активах разное время экспирации. 1 бар, 3 бара, например, 1 бар, 1 бар, снова 5 баров, то есть конкретно на минутном графике на 5 минут рассчитывает. То есть данный бот рассчитан для торговли на экспирации М1, М2, М3 и М5. То есть больше не стоит выбирать таймфреймы, даже вообще не стоит выбирать. То есть он рассчитывает бары от М1 до М5. М10, М15, М30, H1 это уже будет неактуальные данные, то есть там сделки на 5 часов не надо открывать. То есть, если хотите анализировать, М1, М2, М3 рекомендовано. То есть, данный бот скальпинговый, он рассчитан под короткий таймфрейм от 1 до М3. Все. Был новый сигнал, здесь вижу на экспирацию 5 баров, но при этом здесь очень низкая доходность по первой сделке. Такие, конечно, естественно, игнорируем. То есть красное окно даже не просто так появляется. К примеру, здесь есть у нас по первой сделке 75% винрейт, суммарно бот рассчитывает по 3 сделки. То есть, когда бот рассчитывает по 3 сделки, тут все равно я всегда беру, то есть, первую основную сделку и один догон. То есть, я не беру 2 догона на одном активе, чтобы не попасть на ситуацию, где слишком долго затягивается движение. На данном активе первая сделка 60% винрейт, поэтому здесь не очень. Вот здесь вот готовлюсь, например, под 5 баров на 5 минут. И буду здесь, конечно, входить в сделку при условии, что сигнал сохранится. Буду пробовать здесь отработать. Единственное, нужно понимать, что я сейчас беру сделку по боту, но я обещал вам рассказать про дополнительные инструменты, которые помогут вам как раз-таки игнорировать какие-то опасные ситуации. То есть для наглядности, для новичку эти инструменты будут очень полезны. Я вне зависимости от того, что, как я считаю, я просто сейчас иду по данному боту, вхожу в сделку на 5 минут на понижение. Даже если идет не в ту сторону, я просто нажимаю перекрытие, заранее подготавливаю сумму следующей сделки. Для того, чтобы, если что, перекрываться, то есть перекрывать свой убыток. Я обещал вам как раз-таки показать инструменты, которые будут дополнительно фильтровать. Давайте переходим в индикаторы. У меня это индикатор называется, у вас будет это называться как раз-таки каталог скриптов. И здесь ищем такой инструмент Adaptive Trend Finder. Адаптивная трендовая нужна. Перехожу в индикаторы, добавляю. Просто на график добавляю, больше ничего я не нажимаю. Следующее, что я делаю, добавляю Support Resistance, то есть это уровни поддержки и сопротивления. И называется в конце приписка Signals, то есть есть еще у данного инструмента уровни сигнала. И сигналы меня не интересуют, мне нужны только уровни. Все, когда добавили на график, мы видим, что мы здесь можем увидеть. Ну просто банально, самое базовое банально, что у нас сейчас Adaptive Trend Finder как раз таки идет наверх. Я именно почему сделал акцент на том, что я все равно взял по сигналу. Потому что я хотел как раз таки включить этот инструмент, чтобы вы наглядно понимали, что видим, что у нас явный тренд вверх. Но это очевидно было, в принципе, тот, кто уже видит графики, так сказать, понимать, что происходит, видно, что график идет трендовый вверх. Я же добавил вам, чтобы вы понимали, что если у нас сигнал идет, например, вниз на понижение, после затяжного такого по тренду движения, то есть против, по сути, тренда идет у нас, то сигналы пропускаем. Лучше брать сигналы по тренду. Опять же, это не означает, что сейчас зайдет там в минус. Может, у нас был разворот. Это все может быть. Это все вероятности. Мы торгуем вероятностями. А чтобы снизить вероятность минуса, мы как раз таки смотрим на трендовое. Дальше что мы смотрим? Есть у нас уровень сопротивления. То есть у нас, по сути, здесь уровень сопротивления образовался. То есть верхний уже максимум, то есть самый максимум. Вот отдаляем график просто минутный. У нас, видим, нету выше отметки. На текущую за последние 1000 свечей это самый максимум. То есть, что это означает? Что и наверх брать здесь тоже может быть опасно. То есть, когда у нас есть какое-то затяжное движение, брать на продолжение опасно и брать на разворот опасно, потому что продолжение может идти дальше еще, то есть, неизвестно, когда будет остановка, и актив уже закончит свою вот эту перекупленность и остановится. И в то же время на разворот брать опасно, потому что тренд у нас сейчас идет наверх. К примеру, там можно включить М10. На М10 мы видим тоже нету никаких уровней. Нету уровней, значит, по сути, вообще ничто нас не
держит, то есть может лететь график еще и просто лететь, лететь и лететь. Даже на М10 мы видим, тренд идет наверх, то есть явно восходящее трендовое движение. То есть я все равно взял по сигналу, как раз таки это идеальная наглядная ситуация. Дальше, почему это наглядная ситуация? Видим, что у нас сейчас, давайте вернемся на М1. Не знаю, как он пересчитает, но вроде также пересчитал, да, экспирация 5 баров, то есть тут же алгоритм выбрал, тот же самый. И мы видим, что бот сейчас уйдет на второй, так скажем, круг. То есть я просто возьму все равно с догоном сейчас, попробую от этого уровня сопротивления против тренда пойти. Тренд у нас сейчас восходящий. Я все равно возьму сейчас сделку, просто для эксперимента проверить, отработает, не отработает. Остается 10 секунд, видим текущую ситуацию, прям, ну вот буквально ходит на грани, на тоненьком, ему просто на волоске. И смотрите, в последние секунды это заходит сделка в плюс. Вы просто посмотрите, я даже сейчас догон не стал открывать, уже даже палец на кнопке не держал. Я просто нажимаю теперь на первую сделку, чтобы вернуть сумму к изначальной. Открываю торговый менеджер, видим, сделка записалась в плюс. То есть дневник трейдера заходим, перемещаемся, смотрим, 2 сделки в плюс. То есть видим автоматически 5М, KGPI, потому что я уже обновил после того, как торговый менеджер запустил. То есть первая сделка не прописался актив и время экспирации. Далее прописывается все автоматически в дневник трейдера. Если вы хотите оставить комментарий, то, о чем я говорил, просто пишите здесь комментарии, свои мысли, что вы испытали. То есть полностью введем свой дневник трейдера. То есть все в автоматическом режиме. И сделка закрылась в плюс. То есть видим, бот отработал четко по данной стратегии. Опять же, это не означает, что так будет всегда. На текущий момент времени отработало прекрасно. Если сейчас будет еще ситуация, я дожидаюсь новую ситуацию, что мы здесь можем видеть как раз таки, что нам показывает адаптивная трендовая. Она показывает текущий тренд, но при этом, если более грамотно, давайте я проведу вот такую линию у нас наклонную. У нас произошел здесь слом структуры, то есть у нас произошел как раз-таки отскок от уровня сопротивления. Видим, у нас уровень на сопротивлении синим окрасился. Значит, отсюда же произошел отскок. Видим, как четко произошел, точно можно сказать, тик в тик. И отсюда произошел пробой наклонной трендовой линии. То есть у нас произошел разворот. По крайней мере, у нас сейчас идет коррекция. И как раз-таки здесь сделка отработала в плюс. Очень хорошая ситуация получилась в данном случае. Пришел новый сигнал по Outkut. Видим, у нас трендовая говорит вниз. То есть у нас трендовая вниз. Все. Сигнал вверх. Уровень сопротивления, уровень поддержки у нас образовался. То есть, по сути, от поддержки у нас был отскок. Как раз таки здесь вот у нас образовался уровень отскок. То есть, можно попробовать на 3 минуты взять сделку вверх. То есть, даже надо против тренда можно. То есть, здесь на свое усмотрение. Опять же, мы смотрим, почему еще такая ситуация. Что трендовая показывает вниз, но у нас вот, допустим, вот такая ситуация была. То есть, сейчас может быть здесь боковик и потом выход, допустим, наверх на разворот. Опять же, вероятностью. Просто дожидаюсь время и вхожу в данную сделку. Поскольку я торгую по боту, но данный инструмент, то есть адаптивно трендовые на уровне поддержки сопротивления, могут вам показать чуть больше. Если сигнал исчезает, естественно, я ни в какую же сделку не вхожу. Все, открыл сделку на понижение, на повышение, и остается просто ждать. Если будет минус, то буду делать перекрытие. Давайте просто подождем и посмотрим, что из этого получится. Пока сделка открыта, что еще вам нужно знать? Допустим, бывают такие ситуации, когда, допустим, уже с несколько минут бот открыт, там даже ушли у вас какие-то сделки, вот пониженная доходность, то есть вы уже могли видеть чуть ранее, что здесь бывает низкая доходность, пишут, и активы туда перемещаются. Что делаем? Просто массово переключаем все активы, то есть массово переключаем. Если я сейчас жму, ничего не происходит, значит не на что переключиться. Если я как бы нажимаю и переключается, значит есть новые активы, куда можно переключиться. Для чего? Для того, чтобы обновить бот, для того, чтобы он пересчитал стратегию и работал по текущей актуальной стратегии, для того, чтобы он не сбивался. Что еще можно сделать? Можно нажать правой кнопкой мыши на компьютере, на смартфоне. Мы просто долго палец держим на экране, у нас появляется такое же меню, как вы сейчас видите. Нажимаем активные скрипты и нажимаем фикс адаптив, и нажимаем просто скрыть и снова показать. Все, у нас бот пересчитался, автоматически он делает пересчет, то есть перебирает стратегии, смотрит, какая стратегия самая лучшая на данном графике. Здесь мы видим, бот работал также по первой сделке 69% винрейт, это достаточно низкий. Я всегда говорю, что лучше винрейт, конечно, смотреть 78. Но для записи ролика, чтобы долго не ждать ситуации, я взял с более низкой, как раз таки, с более низким винрейтом по первой сделке. Общий 85, то есть 85% с учетом одного догона, то есть первая сделка плюс догон. И поэтому здесь, конечно, вероятность выше закрыться в минус с учетом догона, все-таки она повышается, вероятность повышается, именно минуса словить. И как бы пересчет рекомендую периодически делать.
пересчет. Вот видим, низкой доходностью ушли активы, просто массово переключаем. Если есть доступные активы, бот вас автоматически переключит. Я сейчас открываю снова обратно текущий и буду готовить уже догон, перекрытие. Что такое вообще, да, догоны? Догон — это перекрытие, просто догон, догоняем. То есть я не очень это люблю слово, но как-то ниша бинарных опционов сама привела к этому, что уже сам начинаешь это слово употреблять. По сути, мы перекрываем предыдущий минус новой сделкой. Видим, пробиваем уровень поддержки, это плохо, потому что есть шанс ходить как раз таки к следующему уровню. Все равно сейчас готовлю, давайте попробуем с перекрытием на 3 минуты, что из этого получится. Вот видим, бам, все, вошел по открытию новой свечи, то есть смотрю на таймер и открываю с новой свечи сделку на 3 минуты. Вероятность минуса здесь ловить гораздо выше, потому что мы находились на уровне поддержки, тренд говорит вниз. То есть все равно рекомендую стараться открывать по тренду ситуации. Опять же, здесь вот, к примеру, предыдущая ситуация, вот здесь трендовая у нас была вверх, можно посмотреть, то есть видим, шел тренд вверх. И у нас был сигнал вверх на повышение, и здесь был минус. На 3 минуты здесь был минус, то есть... разные ситуации бывают, это тоже нужно понимать. То есть бот высчитывает вероятности. Вероятность закрытия сделки по выбранной стратегии, которую он сам пересчитал, которую сам бот выбрал. То есть здесь мы не смотрим на все подряд сигналы. Здесь бот перебирает буквально 1000 ситуаций за секунду. Остается 1 минута, смотрим, как хорошо уходит свеча вверх. То есть, да, у нас здесь был уровень поддержки, произошел ложный пробой и все равно отскочили вверх. То есть, разворот происходит. То есть, в данном случае, ну, как бы трендовая, здесь трендовая, возможно, даже не актуально. Здесь больше вот от уровневой поддержки отскочили. Опять же, никогда не знаешь, где как будет. Бот рассчитывает вероятности. Ну, вот здесь с большей долей вероятности у нас сейчас, вот видим, у нас было 2 крестика, показывало из-за того, что у нас предыдущая сделка закрывалась минус. То есть, когда у нас идет в не том направлении, то есть, автоматически пересчитывается статистика. Вот, и сейчас видим, что, ну, ранее 1 раз бот уходил в минус, общий винрейт 92%. Это хороший, на самом деле, проходимость, очень хороший винрейт. Такие сделки я тоже беру в работу. Остается 23 секунды, смотрим. Можно нажать как бы перекрытие быстро, чтобы перекрыться, если вдруг будет минус. Или же при необходимости, опять же, при необходимости. Или же на другом активе, если будем отрабатывать. Или же просто вот оставляю пока что текущую сумму сделки. Нажимаем на мартингел и видим, как вот сейчас какая у меня ситуация. Прибыль по сессии. Дождаемся 2 секунды, 1 секунду, есть плюс, получили плюс. Открываем торговый менеджер и видим 3 плюса, 1 минус за данную торговую сессию. Перехожу в дневник трейдера, видим все сделки. То есть было 2 плюса, 1 минус и сейчас снова плюс. То есть за эту торговую сессию, то есть за запись ролика, буквально за 4 всего лишь сделки заработал плюс 42 960 рублей, торгуя по риск-менеджменту, торгуя на 1% от своего депозита. Да, депозит у меня до этого был выше, для тех, кто иногда спрашивает, там, куда у тебя делся депозит, ты что, слил? Нет, я его вывел, я уже скидывал скрин в свой телеграм-канал, ссылка находится в описании, поэтому обязательно подписывайся, для того, чтобы не пропускать какую-то информацию, какие-то мысли, скрины как раз-таки. И вот по такой стратегии я сейчас торгую, поскольку эта стратегия упрощает мне весь технический анализ, то есть я занимаюсь своими делами, мне на фоне приходит сигнал, я открываю сделку просто по сигналу и отрабатываю, все. Самое главное научиться понять, как это работает. Также, если вам не нужно, например, уведомление или не нравится цвет свечей, кстати, вы можете поменять цвет свечей. Мы такое обновление новое сделали, то есть можно выбрать любой цвет свечей, самим настроить как хотим. Даже для людей с дальтонизмом также есть у нас поддержка монохромных свечей. И есть классический TradingView. Выбирайте то, что вам удобно. И кто хочет воспользоваться нашим инструментом, который полностью синхронизирован с биржей Pocket Option, видим все закрытые сделки, которые только что открывал как раз таки через наш торговый терминал. Можно посмотреть 2 плюса, минус 1 плюс. Все сделки автоматически синхронизируются. Кто хочет получить наш инструмент, пожалуйста, пользуйтесь, ссылка находится в описании под этим видео. Автоматическая регистрация, просто регистрируйся и уже сможешь пользоваться нашим инструментом. Обязательно ставь лайк под видео, подписывайся на канал. Желаю тебе много денег. Пока-пока.